Рурализация, деурбанизация или просто переезд из города в деревню. Набирающая популярность в последние годы движения. Руралис с латинского – сельский, деревенский, а «де» – приставка отрицания. Как бы противопоставляя городским благам близость к земле, самые разные люди решают оставить свои квартиры, покупают или арендуют дома в деревнях и селах, а иногда и открывают более глубокие смыслы для себя и других. В мире, где городские пейзажи окутывает суета и стресс, переезд в деревню становится все более привлекательным выбором для многих. Будь то для обретения покоя, нахождения гармонии с природой или просто для поиска своего истинного «я», этот шаг может оказаться верным и осознанным решением. На скором поезде из Москвы приезжаем в Ростов. Но не тот, что на Дону, а тот, что великий. Там еще озеро Нера и особый промысел – финифть есть. От Ростова на машине или автобусе до поселка Борисоглебский, названного в честь монастыря, который у московских князей и первых русских царей считался домашним. Но и это еще не конечная точка. Дальше путь возможен только на машине, ведь туда, куда мы направляемся, рейсовых автобусов нет. Село Сущево. В этой глуши всего порядка 50 жителей, 9 из которых – это священник Дмитрий Савин со своей семьей, а 4 – вообще датчане. Как же очутились здесь эти люди? И что заставило их поселиться в месте, где есть спутниковый интернет и ТВ, но не ловит мобильная связь и даже нет магазинов? Давайте узнаем. Батюшка, расскажите, как вы здесь очутились, почему именно Сущево? Это родина моих предков. Здесь они жили много поколений, здесь они похоронены. И жизнь сложилась так, что это место стало все больше и больше начинало значить для меня. Сначала мы приезжали сюда на лето в качестве дачников, но потом стало очевидным, что наша жизнь нашей семьи, она должна быть связана с этим местом. Здесь они похоронены, наши близкие. Здесь есть храм, который носит имя моего небесного покровителя. И, в общем, земля взяла свое. Вот уже 5 лет мы живем здесь и рады тому, как складывается наша жизнь в деревне. А расскажите поподробнее про храм. Он сейчас на этапе восстановления, он довольно древний, насколько я знаю. Да, храм готовится отметить свой 200-летний юбилей. Сейчас он активно восстанавливается, и мы надеемся, что к вот этой такой знаменательной дате и для села, и для храма, и для нас он будет уже в полном благолепии. А когда он был построен? Он был построен в 1828 году. До этого здесь существовал деревянный храм, который со временем пришел в ветхость. И усилиями местных жителей, благотворителей появилась вот эта новая, на тот момент новая, сейчас уже такая древняя и чтимая нами святыня. Насколько я знаю, ваша семья не единственные переселенцы из города. Расскажите, вот кто тут очутился тоже, как, почему люди сюда вообще переезжают? Вообще это общемировой тренд. Переезд в деревню, или даже не в деревню, хотя бы в какое-то свое загородное или пригородное селение. Но есть люди, которым хочется поглубже, потише, чтобы было. И вот таких людей немало, причем не только это жители наших крупных мегаполисов, это даже жители других государств. Таких у нас тоже здесь становится все больше. В том числе и в нашем селе живут тоже семья из приехавших к нам из Дании. Вот это да! Такие истории случаются не на каждом шагу. А что же скажут заморские переселенцы? Привет, ребята! Пожалуй, это максимально необычно встретить не просто в русской глубинке, а в глуши людей из-за границы, которые к тому же переехали сюда жить. Что же вас привело к этому решению? Почему Россия и почему именно Сущево? Хороший вопрос.
Ну, не так много домов продается, и если ты хочешь переехать сюда, то где ты будешь жить, выбирается провидением или судьбой. Так что я не думаю, что это случайность, потому что мы здесь обрели очень славное общество. А почему вы вообще решили переехать в другую страну? Потому что нам нравится русская церковь. Мы очень впечатлены тем, насколько она древняя. Это церковь в сравнении с протестантской, из которой мы перешли из Дании. Она не очень древняя. Ага, круто. А как вы проводите ваши дни здесь? Что вы обычно делаете? Как выглядит ваш день здесь? Я думаю, ты лучше ответишь. Ну, большая часть времени я с детьми. У нас 2-летний сын, и вот Серафим, ему 2 месяца. Его крестил отец Дмитрий в Сущевской церкви. Я люблю готовить, люблю печь хлеб детям каждый день и хранить домашний очаг. Даниэль обычно на стройке, он все еще доделывает дом, так что частенько он может пойти делать мебель домой или помогать другим людям, которые живут в этом районе, с ремонтом их домов. Понятно. Ну и я понимаю, что в крохотной деревне не так много, что можно увидеть или делать, но, может быть, у вас тут есть любимые места, помимо церкви? Мне нравится ходить, гулять тут по Сущево. Это красивая деревня, и люди тут очень дружелюбные. Нам это нравится. Нам нравится ездить в Борисоглебский монастырь. Он красивый. Иногда ездим в Ростов. Нам очень нравится Спасо-Яковлевский монастырь. Он очень красивый. А еще дважды в неделю к ребятам приезжает учительница русского языка из Борисоглебской школы. Помимо восстанавливающейся церкви Живоначальной Троицы с пределом Дмитрия Солунского, в селе есть миленький пруд, по которому можно прокатиться на лодке. И даже целый гостевой дом с беседкой для шашлыка, настольным теннисом, хоккеем и футболом, целой кучей настольных игр, спортивной площадкой для футбола и баскетбола и даже кинопроектором. Местный ДК давно заброшен. Лишь потускневшие лоскуты красного бархата напоминают о былом. Однако усилиями отца Дмитрия гостевой дом, дом друзей, стал младшим братом, преемником Дома культуры. А церковь, которую восстанавливают местные жители во главе с батюшкой спустя почти 100 лет после того, как там в последний раз проводилась служба, в любое время года притягивает в это место людей из Москвы и Подмосковья, а также других городов. Ведь где, как не в отдаленном селе, можно укрыться от городской суеты и хотя бы на пару дней воссоединиться с природой? Вероятно, каждый из нас в какой-то момент жизни задумывался о перемене обстановки, о возможности прожить жизнь в гораздо более спокойном и медленном темпе. Уходя от шума и суеты, мы обретаем спокойствие и возможность более глубокого самопознания. И когда наши руки вновь касаются земли, мы не только находим себя, но и становимся частью этой невероятной симфонии природы, где каждый вдыхает свободу и становится хранителем этого мира. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Вести с полей». Как же очути... Какие крученые, сын? Никаких крученых. Нет, что-то мне не нравится, вот как оно происходит, как-то слишком...
И когда наши руки вновь касаются земли, мы не только... Блин! О перемене обстановки, о возможности... Блин, о чем? Но и это еще не конец. Дальше? Что дальше? Я забыла слова, сейчас. Да, все, вспомнила. Я еще посмотрю, может быть, пару дублей перепишем. Да.